Как отремонтировать стеклопакет? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Ремонт стеклопакетов своими руками вполне возможно провести, если знать их принципиальное устройство и основы технологии их изготовления. Как отремонтировать стеклопакет самостоятельно? Большинство качественных и правильно установленных стеклопакетов могут спокойно прослужить около 20 лет. Однако бывает так, что на стекле появляется трещина. В результате стеклопакет теряет герметичность и больше не может удерживать теплый воздух, превращаясь в обычное стекло. Для восстановления свойств нужно произвести несложный ремонт. Его можно сделать самостоятельно, не обращаясь к мастерам. Как устроен стеклопакет? Большая часть стеклопакетов, независимо от того, сколько стекол в них используется, имеет однотипную конструкцию. Два или более стекол соединены между собой по периметру при помощи дистанционной рамки и герметиков, внешнего и внутреннего. Стекла крепятся к алюминиевой дистанционной рамке. Чем она шире, тем больше расстояние между стеклами. Скрепление стекла и рамки осуществляется при помощи герметиков, бутиловой ленты и мастики. Внутри дистанционной рамки находится осушитель, поглощающий влагу. Чаще всего используется силикагель или молекулярное сито. Они предотвращают запотевание стекол. Между стеклянными листами имеется пустое пространство – камера, заполненная сухим воздухом или инертным газом. Важно при ремонте стеклопакетов, камеры которых заполнены газом, произойдет их разгерметизация. В этом нет ничего страшного, но после окончания ремонта стеклопакет наполнится воздухом, и стекла могут немного запотевать. Причины появления трещин на стекле. Дефекты на поверхности стекла могут появиться по нескольким причинам. Механическое воздействие, например, удар камнем или другим предметом, использование некачественных материалов для окна, перекос окна при установке, неправильная эксплуатация оконного блока. Основная причина появления трещин – это неправильная установка, приведшая к перекосу рамы. В этом случае ее надо снять и переустановить заново. При появлении трещины даже на одном стекле придется менять весь стеклопакет. Рассмотрим весь процесс поэтапно. Вытаскиваем поврежденное стекло. Для того, чтобы извлечь стеклопакет из рамы, нужно снять створку, в которую он вставлен. Из верхней петли выдергивается удерживающий стержень, и створка отсоединяется от рамы. На время работы ее можно поставить на полу и прислонить к стене. Стекла удерживаются в раме с помощью штапика, узкой длинной планки, идущей по периметру стеклопакета. Размер и форма штапика зависит от конструкции оконного профиля и габаритов, но в любом случае его несложно отсоединить. Понадобится стамеска или металлический шпатель, а также резиновый или пластиковый молоток. Порядок действий. Лезвие стамески или шпателя вставляется в щель между штапиком и рамой так, чтобы штапик выгнулся. Аккуратными ударами молотка его выбивают из рамы по направлению к центральной части стеклопакета. Начинать надо со штапиков, расположенных вертикально. После того, как вытащится первый, остальные можно будет просто подцеплять за углы. Штапики следует вытаскивать поочередно, обходя по периметру все окно. Важно, верхний штапик снимается самым последним, так как на нем удерживается стеклопакет. Удобнее всего выполнять работу вдвоем, так легче удерживать стеклопакет, чтобы он не упал. Штапик весьма хрупкий предмет, поэтому не стоит держать его на весу, а лучше как можно быстрее положить на горизонтальную поверхность. После снятия всех штапиков можно вытаскивать стеклопакет. Понадобятся защитные перчатки, чтобы не поранить руки. Стеклопакет надо аккуратно поддеть пальцем за верхний край, откинуть на себя, руки сдвинуть и взять стеклопакет с боков. Пластины из пластика на серых или черных вставках, находящиеся под стеклопакетом, надо отложить, запомнив порядок, в котором они лежали. Когда стеклопакет будет ставиться на место, их нужно будет уложить точно так же. Вынимаем поврежденный лист стекла. В стеклопакете имеются несколько стекол, которые при помощи герметика скреплены с дистанционной рамкой. Для того, чтобы вынуть одно из них, надо отделить стекло от рамки. Для этого при помощи ножа подрезается верхний слой герметика. Сделать это надо по всему периметру стеклопакета. Удалить оставшиеся слои герметика и добраться до дистанционной рамки. Осторожно извлечь стекло. Подготовка к замене стекла. Стекло, которое будет вставляться, должно иметь такие же габариты и толщину, как и оригинал. Перед началом установки лист стекла необходимо дважды вымыть. В первый раз с мылом, во второй раз с моющим средством на основе изопропила.
Затем его следует просушить и оставить на некоторое время для избавления от остатков влаги. Дистанционная рамка подготавливается к нанесению нового герметизирующего слоя. Остатки старого удаляются скребком. Затем рамка очищается от мусора и пыли. Поверхности штапика и стеклопакета следует обезжирить в местах, где будет нанесен герметик. По всему периметру дистанционной рамки наносится клеящая бутиловая лента шириной от 6 до 8 мм. Ее нарезают отрезками и приклеивают к стеклопакету. Затем с ленты снимают изолирующий слой и припечатывают к ней новый лист стекла вместо старого. Поверхность дистанционной рамки с торцов необходимо заделать свежим герметиком. От этого этапа работ зависит, будут ли запотевать окна после замены стеклопакета. После того, как герметик нанесен, его надо промазать резиновым шпателем. Изолирующий слой должен быть гладким и ровным, без провалов и бугров. Части герметика, попавшие на стеклопакет, необходимо удалить. После нанесения герметизирующего слоя ему надо дать просохнуть в течение суток. Консистенция станет напоминать твердую резину. Важно, необходимо использовать исключительно бутиловый герметик для окон. Изолирующий материал следует наносить пистолетом и в количествах, которые превышают величину торцевого паза стеклопакетов в 1,5–2 раза. Устанавливаем стеклопакет обратно в раму. Для того, чтобы поставить стеклопакет на место, необходимо сделать следующее. Протереть раму и ее проем от пыли. Уложить пластиковые пластины в том порядке, в котором они лежали, когда был снят стеклопакет. Стеклопакет установить в раму и вбить штапики. Когда стеклопакет устанавливается, то первыми следует забивать короткие горизонтальные штапики, а следом за ними длинные вертикальные. После установки штапиков рама и стеклопакет протираются, а царапины зачищаются мелкой наждачкой. Как правильно забить штапики? Крайнюю часть штапика надо вставить в соответствующий паз в раме и полностью загнать туда с помощью резинового молотка. Удары должны быть средней силы и наноситься равномерно по направлению к середине рамы. Если вы заметите, что после установки стеклопакет стал запотевать, то все стыки следует обработать еще одним слоем герметика, иначе зимой потеря тепла может увеличиться в 1,5–2 раза. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.